Всем привет! Продажи новых машин в России в июне текущего года существенно сократились. Небывалый рост цен привел к тому, что новые автомобили просто перестали покупать. И сегодняшнее 9% снижение цен после роста в 2 раза – это наглость и неуважение к покупателям. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Последние недели ознаменовались серьезным укреплением национальной валюты. Однако последние дни рубль начал терять позиции. Впрочем, эти валютные колебания так и не затронули автопроизводителей, которые пока не стремятся корректировать прайс-листы в сторону уменьшения. Как объясняют эксперты, на данный момент цены на новые авто уже не привязаны к курсу рубля. В первую очередь на стоимость автомобилей сейчас влияет их наличие на складах, а также логистические затраты. В результате цены на автомобили в России остаются одними из самых высоких в мире. Даже доступные модели в России могут стоить как флагманские кроссоверы дорогих брендов в США, Европе и Японии. В качестве примера давайте возьмем УАЗ-буханку и выясним, какие машины можно купить за те деньги, что сейчас просят за автомобиль отечественные дилеры. Отметим, что сейчас легендарный фургон в топовой комплектации на официальном сайте УАЗа стоит минимум 1 600 000 рублей. При этом в столичных автосалонах нам не удалось найти эту модель дешевле 1 800 000. В Японии по цене буханки продается внедорожник Land Cruiser Prado. Цены на этот автомобиль в стране восходящего солнца стартуют от 1 750 000 рублей. Также неплохим вариантом за эти деньги станет кроссовер Nissan X-Trail в средней комплектации с полным приводом. Стоит такая машина сейчас 1 670 000 рублей. В США по цене буханки можно купить Ford Bronco. Сейчас такая машина на местном рынке стоит минимум 1 760 000 рублей, переводя по сегодняшнему курсу. Также в США по цене буханки можно купить Jeep Wrangler, который стоит 1 812 000 рублей. В Германии в качестве альтернативы буханки можно посмотреть кроссовер Volkswagen Tiguan, цены на который стартуют от 1 790 000 рублей. Если клиенту нужна машина для перевозки грузов, то во Франции можно приобрести пикап Mitsubishi L200 в одной из старших комплектаций. Заплатить за машину придется 1 780 000 рублей. В Китае вместо буханки можно купить топовую версию большого кроссовера Chang'an Uni-K. Максимальная цена машины 1 795 000 рублей. Еще один интересный вариант из Поднебесной – кроссовер Haval Big Dog. В России эта модель продается под названием Dargo. За 1 800 000 рублей в Китае можно купить топовую версию машины. Ну и обещанная мною шутка юмора. И почему Ной не убил тогда тех 2 комаров? А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Будете покупать машину по сегодняшним ценам? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, все будет хорошо. Обязательно.